Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео мы с вами свяжем вот такую прихватку или подставку под горячее, которая называется плетенка. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Свою прихватку я буду вязать из пряжи, из остатков пряжи. Это пряжа Троицкой фабрики «Огонек». Что-то давно вязала, вот такие разноцветные остаточки у меня остались. Мне для основных мотивов понадобится 4 цвета, и темным я потом рачьим шагом всю прихватку обвяжу. Так, сделаю я вот таким овалы, такими цветами, и такими будут у меня прямоугольники. Это для обвязки. Беру первый цвет для овала и набираю 72 воздушные петли. Крючок у меня номер 2. Я набрала 72 воздушные петли. Проводим аккуратно, смотрим, чтобы цепочка у нас не перекручивалась. И соединяем цепочку в кольцо. Будем вязать с вами первый овал. Это его внутренняя часть. Все, замкнули соединительным столбиком в кольцо соединительной петлей. Смотрите, нам нужно выделить верхушки. У нас верхушка здесь. И если вам лень считать, например, 36 столбиков, можете просто вот так аккуратненько натянуть. И вот в эту петлю, где у нас угол сформировался, поставить маркер. Это будет центр нашего овала, в котором мы будем делать расширение. Смотрите, вот так получилось. Я не хочу считать 36 петель. Сейчас смотрите, это наша вершина. В вершине, до нее и после нее мы должны сделать прибавки. В вершину сейчас вяжем столбик без накида. 2 столбика, да? 2 столбика без накида. До этой вершины мы свяжем потом. Давайте здесь маркер поставлю, чтобы тоже было видно в следующих рядах. До вершины я сделаю, когда закончу круг, а после вершины делаем сейчас. Также 2 столбика без накида в следующую петлю. Это прибавки, которые будут немного закруглять наше вязание, и у нас получится овал. Все, далее в каждый столбик, в каждую петлю, вернее, вяжем столбики без накида. В каждую петлю до маркера. Провязываем. Я довязала до центральной петли, вот она с маркером у меня. До нее и после нее я делаю прибавки, то есть следующую петлю перед моей центральной я ввожу крючок и вяжу сюда 2 столбика без накида. 2 столбика в одну петлю. Дальше у меня центральная петля, в нее просто провязываем столбик без накида. И после нее в петлю также 2 столбика без накида. И опять вяжем всю эту сторону столбиком без накида, а перед центральной петлей делаем 2 прибавки. То есть в последнюю петлю 2 прибавочки. Провязываем. Все, я провязала первый ряд. Вот так у вас должно получиться. Вот моя центральная петля, и до нее у меня есть петелечка. В нее я вяжу опять 2 столбика без накида в петлю до центральной. Я буду вязать по спирали, то есть я не делаю соединительный столбик, сразу начинаю второй ряд. Вот она центральная петля, здесь провязываем столбик без накида, а после нее сразу 2 столбика без накида в одну петлю, то есть тоже пошли прибавки. И вот она центральная, она как бы отделилась. До нее 2, и 1 и после нее. Дальше также провязываем по кругу, делая прибавки, получается, только на вершинах. Сейчас вы довяжете до следующего маркера. Здесь также можно увидеть нашу центральную петлю. Смотрите, вот он маркер, да, вот она видна. Вот 2 петли до нее и 2 петли после нее. Вернее, до нее, после нее. Вот она центральная петля. Вот сюда нужно просто провязать, а до нее и после нее мы сделаем прибавочки. И таким образом мы вяжем 6 рядов. Все, я связала овал из 6 рядов. Смотрите, какой он получился. Ниточку обрезаю, вытягиваю петлю и обрезаю. Позже я ее заправлю. Сейчас вот просто так заправлю, чтобы видно было, какой у нас ровненький край. Вот так. Потом заправлю ее с обратной стороны. Вот такой овал. Нам таких овалов нужно 2. Но второй овал мы также набираем 72 воздушные петли, но не соединяем в кольцо, а будем вязать обратными рядами.
А здесь в конце ряда, где будет 72 петля, мы просто будем провязывать 2 столбика без накида в последнюю петлю. 2 столбика без накида в последнюю петлю провязали, 1 воздушная петля, поворачиваем и вяжем по кругу. То есть у нас будет овал, а здесь будет отверстие. Ну, давайте как бы рассмотрим на примере. Да? Беру я горчичный цвет и набираю 72 воздушные петли. Я набрала 72 петли. Также складываю 2 кончика пополам, чтобы найти центральную петлю. Вот она, центральная петелечка. В нее я вставляю маркер. Вот она, видно, видите, сразу бугорочек такой образовался. Я в него ставлю маркер. Это наша центральная петля. Так, начинаем вязать первый ряд. В начале и в конце ряда, как я уже сказала, мы будем вязать 2 столбика без накида в первую петлю. То есть в первую петлю ввожу крючок, провязываю 2 столбика без накида. Дальше до маркера мы также пошли столбиками без накида вязать. Так, я довязала до своей петли центральной. Сейчас перед ней делаю также 2 столбика, вяжу в одну петлю. В эту петельку, где у меня маркер, провязываю 1 столбик без накида. И после также 2 столбика без накида. И вяжем опять до конца ряда. Я довязала до конца ряда. В последнюю петлю ввожу крючок, провязываю столбик без накида и еще 1 столбик в эту же петлю. То есть в конце ряда мы также вяжем 2 столбика без накида, и они дают нам расширение. 1 воздушная петля поворота, поворачиваем вязание. В первую петлю вяжем 2 столбика без накида. Это у нас уже начало 2-го ряда. И дальше также вяжем до центра. В центре мы делаем прибавки. Если, например, с изнаночной стороны вам не очень видно, где центральная петля, вот она, да, у меня. Если не видно, вы можете перевернуть, и с лица уже сразу видно, вот тут двойная, вот тут одинарная вот эта петелечка. Также вяжете до конца ряда. 2 столбика без накида в последнюю петлю, 1 воздушная петля и поворачиваете на 3-й ряд. Таким образом нужно провязать 6 рядов, так же как в этом овале, то есть он должен быть идентичный, только единственное, что когда вы складываете здесь, да, у вас должен получиться точно такой же овал. Провязываем 6 рядов. Все, я связала и 2-й овал с открытым краем. Вот такой он у меня получился, 2 овальчика. Теперь мне нужно связать 2 прямоугольника следующим цветом, таким травяным зеленым. Я набрала 72 петли также, но для прямоугольника мы их разделим как 12, 24, 12 и 24. Провязываю первые 12 петелечек столбиками без накида, вернее провязываю 11, а 12 это у нас центральная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 11-ю делаем прибавочку, формируя угол. 2 столбика без накида в одну петлю. 12-я это угловая, провязываем ее просто так. Можем поставить фиксатор, если нужно. После 12-й опять делаем прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. Вот мы сформировали 1 уголок. Теперь провязываем 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, аккуратно, 15 не провязывается. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. В 23-ю петлю мы делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида. 24-ю провязываем без прибавок. И в 25-ю опять
делаем прибавочку. Это 25, она уже как первая к следующей стороне. Опять 12, то есть одну мы провязали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 11 делаем прибавочку. 12 провязываем. В следующую опять прибавка. И до конца ряда провязываем. До конца ряда провязываем наши 24 петли. И в последнюю петлю делаем также прибавку. Потом одну воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание. То есть точно так же, как и овал мы повязали. Да, то есть прибавочки такие в начале и в конце каждого ряда мы делаем прибавки, вяжем по 2 столбика в последнюю петлю и в первую следующего ряда. Давайте сейчас я довяжу и все посмотрим. И так же, как и в овале, мы формируем уголок, провязывая по 2 столбика без накида до и после петли поворота. И это дает нам формирование угла в нашей детали. Вот я довязываю ряд в конце уже. Ну, последний я не считаю. Здесь, по идее, если все набрали правильно, должно все хорошо получиться. Так, последние петелечки. Так. В последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. Провязали, 1 воздушная петля подъема, поворачиваем вязание в первую петлю, вяжем тоже 2 столбика, то есть в начале и в конце ряда мы делаем прибавки. И пошли опять вязать до следующего угла. Вот он уголочек, как вы видите, уже прям ложится. Если вам, например, с этой стороны с изнаночной не видно, можно перевернуть на лицевую, если вы не поставили маркер. На лицевой хорошо видно. Вот двойная петля, вот двойная, а вот она центральная. Все хорошо видно. Или считаете, да, то, что вы прибавили 2 петли, значит в 26-ю вы должны прибавлять. Сейчас нам нужно провязать также 6 рядов с прибавками. Это у нас будет прямоугольная часть. То есть вот такой вот у нас получится. Так, где он угол? Вот он угол. Вот такой у нас будет прямоугольник. Сейчас я его возьму хорошо. Вот такой прямоугольник. Таких прямоугольников нам нужно связать 2. Также 6 рядов. Не забывайте формировать углы и делать прибавочки по углам нашего прямоугольника. Провязываем. Все, я связала свои 4 детали. У меня вот они такие получились. Где я не забыла, я оставила длинный кончик для того, чтобы потом вот эти концы, наши уголки сшить. В этой детали я забыла, но, возможно, вот этот маленький мне хватит. Ну, посмотрим. Ничего, вдену ниточку в иголочку, да. Пряжу свою, у меня иголка с тупым концом для сшивания вязаных изделий с большим ушком. Вы можете делать, например, это и при помощи крючка соединять, если, например, у вас нет иглы. Итак, самое увлекательное в этом процессе — это теперь все эти детали соединить в одно целое, чтобы у нас получилась прихватка или подставка под горячее. Я еще раз скажу, что я эти детали немножко проутюжила, потому что вот именно вот эти детали начали очень как скручиваться. Сейчас убираю в сторонку пока свои прямоугольники и остановлюсь на овалах. Мы начнем с овалов. Первый овал кладем, который у нас соединен по кругу, кладем по горизонтали. Сверху по вертикали кладем следующий овал, второй. Нам нужно переплести. Эта нога, как бы левая сторона, сразу прокидываем под низ, вытаскиваем через центр. А верхнюю правую ногу здесь пошла у нас сверху, а потом под низ. То есть вот так. Вот так, смотрите. Теперь мы берем прямоугольник, деталь прямоугольника любого цвета, какой вам нравится, и кладем его вот так справа. Нужно один край поддеть под центральную, под горизонтальный, да. Не знаю, давайте я буду называть по цветам, да, вот под болотного такого цвета. Получается, здесь продели, здесь идет сверху, дальше продеваем.
То есть плести мы должны то вверх, то вниз. Здесь у нас получается пошла сверху, здесь сверху и дальше идет под низ. Под низ на второй ноге как бы. Вот так под низ. Так, внимательно. Сейчас может все перекашиваться. Здесь на самом деле сейчас это не важно. Нам главное правильно сплести. Если здесь у нас шла по верху детали, значит здесь должна идти по низу. И здесь по верху. И вот так как бы деталька наша соединится. Вот. Так. Теперь берем следующую деталь прямоугольника. Кладем ее сверху. Кладем ее сверху. Так, здесь мы ее кладем под низ, под оранжевую, под горчичную, да? То есть продеваем с одной стороны вот так. Теперь нам нужно поддеть под желтую, протиснуть аккуратненько под желтую. Вот так. Под желтую. Продели под желтую. Теперь под горчичную, под зеленую вот здесь. Вот в нижней лапке. Продеваем. И на желтый сверху. Вот так вот. Продели, смотрим. Ну, сейчас, если у нас даже что-то вылезло, мы все подправим. Так. Теперь сделаем с обратной стороны. Здесь у нас сверху пошла, значит, здесь должна пойти под низ. Под низ и вытаскиваем. Так, сейчас мы все подтянем. Так, зеленая пошла под низ, поверх. Здесь под низ, здесь поверху и желтую под низ. Так, желтые соединяем, зеленые соединяем. Так, зеленая здесь у меня пошла, получается, так, под горчичную, сверху горчичный, и я должна желтую так и вот так соединить. Так, горчичный у меня вылез, он должен быть вот здесь. Вот так. И как-то вот так. Так, сейчас все просматриваем. Все аккуратненько просматриваем. У меня должно все сойтись. Так, здесь не переплетено. Вот так. Вот они, уголки мои сошлись. Здесь сходится, здесь сходится. Ну, вроде вот так. Смотрим. У нас уголок желтый. Давайте сейчас положу, как у меня было, да? Желтый. Получается, он идет у нас горизонтальный прямоугольник сверху. Так, здесь неправильно желтый, уже вижу. Желтый пошел сверху зеленого под низ горчичного. Под низ горчичного я должна была сделать первый. Видите, плетение не получилось, думаю, что-то не то. Под низ горчичного протаскиваем. Так. Сейчас я все протащу. Вот оно плетение. Угу. Под низ горчичного и сверху горчичного, под низ зеленого. Так, этот угол сформировали. Желтый у нас сверху пошел под низ горчичного, вышел и под низ зеленого. И угол будет у нас снизу. Так, здесь у нас уголочек получился снизу, идет под низ зеленого, сверху горчичного. Сейчас я горчичный проще вот так. Сверху горчичного. Вот так. Сверху горчичного. Дальше под низ горчичного. Вот так. И поверх зеленого. Вот. И этот угол у нас будет сверху. Так, теперь вот эти уголки правильные. Теперь этот угол. Желтый у нас нижний угол. Идет поверх болотного. Потом под низ болотного залазит. Нижнего края. Под низ. И все, да? И соединяется в угол. Вот. Теперь проверяем зеленый.
Вот эти, видите, зеленый вот тут мне не нравится. Зеленый у нас угол верхний, идет поверх желтого. Так, ниточку отсюда беру. Идет поверх желтого, пролазит под темно-зеленым болотным. Вот сюда пролазит. Сейчас я его продену. Так, 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 осторожно, осторожно, чтобы ничего у нас не вылезло. Все подтягиваем. Вот под низ. Пролез под низ. Теперь желтый у меня вот так и вот так. Здесь овал я сшиваю. У меня через овал идет зеленый цвет. Так, зеленый цвет под низом, а на втором овале поверху. Вот так овал сшивается, и зеленый уголочек сшивается. Вот наша прихватка собрана. Конечно, хитрости, надеюсь, вам все будет понятно. Сейчас я вытаскиваю кончики свои и сшиваю края. Вот они, аккуратненько сшиваем края. Можно поджать вот эти цвета, да, наши полосочки, а потом просто их внимательно сшить. Не перепутайте, то есть везде должны быть плетения. И сейчас мы обвяжем ее после сшивания рачьим шагом. Я начну с желтого. Выдеваю ниточку в иголочку. Аккуратно. Так. И сшиваем. Складываю два конца. Здесь на самом деле сшивать как хотите. Я аккуратненько с изнаночной стороны попробую сшить, чтобы у нас было очень-очень аккуратно. Просто небольшими стежками каждую петелечку, чтобы у нас хорошо были сформированы уголки. Так, 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 я пропустила одну петлю. Так, я сейчас соберу. Подтягиваем и сшиваем. Как я уже сказала, это можно делать и крючком. Просто соединить детали. Мне удобнее иголочкой. Так. Сшиваем уголки, прячем ниточку, чтобы она у нас потом нигде не вылезла. Аккуратненько сейчас запрячу я. Все, первый уголочек у меня готов. Можно перевернуть и посмотреть. Вот смотрите, как получается. Уголочек сформирован. Теперь я сошью сейчас зеленый цвет и потом горчичный. Сшиваем. Все, я сшила всю прихваточку, все свои уголки. Теперь я хочу обвязать ее рачьим шагом. Это даст нам дополнительные соединения между деталями и также как бы декор, да. Рачий шаг. Начинать буду вот здесь вот в серединке. То есть ввожу петлю, крючок в петелечку зеленого цвета и горчичного вместе, захватываю рабочую нить и вытягиваю. Вытянула. Сделаю одну воздушную петлю двойной ниточкой, чтобы еще сильнее зафиксировать. И дальше пойду одинарный. Рачий шаг. У меня есть 4 способа уроков вязания рачьего шага. Я буду вязать самым первым, простым. В каждую петелечку провязываем столбик без накида, проходя назад. Так, первая петля у меня немножечко туговата. Сейчас я ее вытяну. И дальше в каждую петелечку здесь хорошо видно петли, так как мы вязали столбиками без накида. В каждую петлю вводим крючок и провязываем рачий шаг. Так, сейчас у меня что-то тут. Вот так, в каждую петелечку. После того, как мы дошли до соединения, сейчас вот мы дойдем,
вам нужно просто будет ввести крючок, как вот мы начали, да, то есть в петлю одной детали и второй, чтобы пошло соединение. И тогда будет все нормально. Так, еще вот как раз следующая петля ввожу в горчичный и сразу же в зеленый цвет. Вот, ввожу и провязываю. И мы автоматически перешли на другую деталь. И вот так по кругу нам нужно провязать, обвязать, вернее, да, всю нашу прихватку. Провязываем. На одной из вершин, после того, как вы обвязали, нам необходимо сделать петелечку. То есть вы также вяжете рачишак, потом, например, набираете, ну, воздушных петель штучек 9-10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Набрали 9 петелечек и продолжили вязать рачишак. Вывязываете. Так, осторожненько, подождите, перекрутилось у меня. Петелечку делаем назад, вяжем. Вот. И вот так вот. И пошли дальше вязать наш рачишак. И у нас петелечка, она будет такая вот небольшая. Если вы хотите побольше петелечку, набирайте больше воздушных петель. Или, например, вы можете вообще это... Или, например, вы можете вообще столбиками без накида первый ряд провязать и потом присоединить. То есть, если вам нужна толстая петелечка, здесь вы уже как бы сами смотрите на свое усмотрение. А если это подставка под горячее, то петелька, может быть, вам вообще и не нужна. Просто обвяжите рачьим шагом и все. Ну, провязываем до конца нашу прихватку. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!